Всем hello, вы на канале Мой Флакон, меня зовут Слава, рядом со мной сидит Сергей. Мы сегодня будем обозревать сет ароматов от нишевого бренда, называется Галивант. Вот так выглядит эта коробочка, здесь 10 ароматов по 4 мл. Сам Галивант, бренд английский, нишевый. Я с ним познакомился благодаря нашей зрительнице, и которая уже стала нашей подругой, можно сказать, Лилией, которая очень активно пишет прекрасные комментарии. Лиля удивительной красоты красотка. В Инстаграме мы переписываемся периодически с ней и делимся, какие ароматы друг друга нравятся, делимся то, что не нравится. Но в итоге, благодаря Лиле, она задала такой вопрос. Похож ли Букхара, Галивант, аромат на Ирис Назарена от Ais de Venustus? Я в городе не мог найти данный бренд в наших парфюмерных магазинах. И мне стало также интересно, похожи ли они. И я еще занимаюсь учением английского изучения через приложение Duolingo. Это бесплатное приложение по изучению языка. Бесплатно оно тем, что ты можешь делать там всякие разные упражнения, но периодически между заданиями, которые там тебе предлагают, будут показывать рекламу. Реклама там примерно 15 секунд, 20 секунд. И почему-то мне после разговора с Лилией Duolingo каждый день просто начал мне рекламировать этот бренд Галивант. И очень хорошая реклама. Там были изображения городов, карты городов мира, так как этот бренд посвятил свои ароматы и названия, так и называются, города мира. И вообще Галивант переводится как то, что тебя вокруг окружает, ты разглядываешь, смотришь, изучаешь. Так и переводится название этого бренда. Сам этот бренд основал Ник Стюарт. Кстати, Ник Стюарт – это бывший креативный директор, родоначальника вообще нишевой парфюмерии, L'Artisan Parfumerie. Он бывший работник этого бренда. И вот решил основать уже свой бренд личный. Это вот он на фотографии. Да, здесь прилагалась такая открытка, типа, сделано в Англии. Кстати, у них бутылочки, полноразмерные флаконы, выглядят вот так. Сергей, видишь? Эти бутылки выглядят, как, знаешь, когда берешь с собой какую-то бутылку с водой небольшую, там 0,5 мл, 0,3, с собой в рюкзак, в сумку, в чемодан. И мне нравится сама идея, то, что с этим ароматом ты можешь путешествовать по этим же городам, по миру, и люди могут подумать, что это у тебя бутылочка с водой. Так выглядит. Кажется тебе, что это... к примеру, какой водой? Бутылка с водой обычная, питьевая, то есть минеральная. Ну, крышечка не похожа на крышку от пластиковых бутылок. Ну, мне кажется, что это чем-то похоже на бутылку с водой. Так, что еще хотел бы рассказать? Я разнашивал все эти ароматы 2 недели, изучал, делал пометки, серьезно подошел к этому моменту. И я не смотрел ноты, я не заходил на фрагрантику. Так как я еще занимаюсь изучением английского языка через Duolingo, там в этой рекламе показано то, что этот бренд и ароматы занимают часто награды парфюмерные, так как этот бренд участвует в парфюмерных мировых конкурсах и занимает награды. Давай начнем с первого аромата. Вот так выглядит, кстати, сам сет. Выглядит прозрачная жидкость, особо ничего не окрашивается. Единственное, что хотел бы еще рассказать, стойкость у всех одинаковая, примерно 4-5 часов.
И вот действительно стойкость средняя. Не скажу, что прям большая, не скажу, что прям не слетает быстро. Нет. Я считаю, что 4-5 часов это нормальная стойкость для аромата. Неплохая, но не супер. Сутки это не держится. Начнем с аромата Бруклин. Так. То есть первая поездка в Нью-Йорк. Это, я так понимаю, что это район Это район Нью-Йорка. Он, по-моему, второй или третий по площади после Манхэттена. Такой гусонаселенный район. Я вот делал пометки, я буду, если что, подглядывать в свои пометочки, что я писал. Я еще бы хотел рассказать про Бруклин, да? Да, это второй по популярности район в Нью-Йорке после Манхэттена. Жду, что скажет Сергей. Но у меня все будет экспромтом, потому что я не разнашивал. Вот, ну, это какая-то фруктовая композиция. Не могу понять, что это какой-то конкретный фрукт. Может быть, что-то из тропических фруктов даже, не наших широт. Вот, но оно переходит в какую-то немножко кремово-пудровую такую направленность. И, наверное, хочу еще все поддобавить. Как-то у меня тихо звучит довольно. А тебе он тихо звучит? Да, я не скажу, что это громко. Я думаю, что здесь на старте какие-то лимончики, ваниль какая-то такая воздушная ваниль. Не такая тяжелая, не сладкая. Возможно, даже ванилин в каком-то плане. Очень много зелени. Я чувствую здесь очень много зелени. Листья, трава, скошенная даже трава, как по мне, даже немного такое. Такой аромат подстриженного газона. И думаю, что этот аромат идеально, хорошо подойдет на весну и лето, на лето особенно. Он будет таким зелено-освежающим ароматом. Со временем он немного даже дает ноту каннабиса. То есть он для меня супер зеленый, супер травянистый. Вот это, как я сказал, лимонно-ванильное, только на старте. Я еще ставил оценки и баллы всем ароматам. Я ставлю этому аромату оценку 7 из 10. Не вошел в мое сердечко. Ну и не скажу, что это плохо звучит. Прикольно. Такое освежающее. Посмотрю ноты. Мне на самом деле очень интересно, какие там ноты сейчас. Потому что я очень долго ломал голову, что же там. Мне даже интересно. Слушай, сейчас мне немножко пахнет манкой. Манкой? Да, такой кашей манной с молоком. Честно, я аромат вообще не понял. Я вот сколько нюхал, он какой-то невнятный. Наверное, нужно на кожу. Да, конечно же, на кожу. Ну что ж, Бруклин, Галивант. Еще, кстати, я на блотере не наносил ароматы. Я все слушал именно со своей кожи и считывал ноты с нее. Старт максимально на цитрусовый, апельсин, лимон, бергамот. Кстати, угадал. Ну это да, это чувствуется. Потом корень ириса и магнолия. Ну вот ирис, видимо, он дал мне какую-то пудровость, может, немного этот корень. Бензоин, мускус, амбра и светлое дерево. Светлое. Зелени особо здесь нету, по сути. На мне он просто супер зеленый, скошенная трава. Пусть полежит. Следующий аромат называется Лондон. Как сам основатель этого бренда, он из Лондона, я так понимаю, живет в Англии. И Лондон – это первый город и моя мечта побывать, посмотреть, что же за этот прекраснейший и красивый город представляет из себя. Ну, интересно, этот аромат уже поярче, чем Бруклин. Но
есть что-то общее. Вот какая-то, наверное, цитрусовый старт, более одинаковый. Одинаково похожий на предыдущий. Мгм. Есть общая ДНК, кстати, у бренда есть. У всех ароматов ты заметишь дальше. И я чувствую что-то около шафрана, либо что-то минеральное. Напоминает мне какой-то аромат. И вот я вот пытаюсь вспомнить. Мгм. Может быть, даже кожаные оттенки. Мгм. Для меня на старте много бело-цветочного мускуса, какая-то водянисто-акварельная такая у меня картина в глазах нарисовывается. Возможно, пахнет даже красками акварельными, гуашью. Вот что-то есть такое, знаешь, такое... Для меня это прям картина. Сидит художник, рисует картину на мольберте, и рядом у него куча всяких тюбиков с гуашью, красками. Возможно, он очень, кстати, свежий и огуречный. Я чувствую даже немножко такой свежий огурец. И чувствую дыню и арбуз. Но это все на старте. Потом он где-то минут через 20 он становится прям мятным, очень супер мятным, супер таким чисто водянисто-огуречно-мятным ароматом. И вот эта мята, она вот главенствует потом полностью. Ну, интересно, интересно. Но я соглашусь по поводу мастерской художника, потому что, да, минеральность какую-то ощущаю. Да, есть какая-то минеральность. Мне он немного похож на Painter от Genium, называется бренд, который из 3 нот. Да, я понял. Перец, что там еще? Что-то водное. Там как раз водоросли есть. Я помню, там есть водоросли. Это очень редкая нота, водоросли. И я здесь тоже вижу что-то немножко такое акватическое. Именно акватика какая-то речная, озерная акватика, не море. Мгм. Так, получается, верхняя нота огурец. Слушай, ты прям угадал. Мгм. Лист фиалки, майская роза, просто роза, корень ириса. Кстати, да, я хотел из-за вот этой минеральности сказать еще роза, на что-то задумался. И кожа, кедр, пачули, сандал. Мяты здесь нету. Дает такой лист фиалки, дает такую супермятность. Ну, знаешь, ты угадал огурец, это достойно медали, повесь вот себе. И всё. Медаль в форме огурца. Я оцениваю этот аромат на 8 из 10. Он вошел в 3 моих любимейших аромата у этого бренда. В конце этого видео я расскажу мой топчик. И один аромат, который я бы хотел бы, возможно, чтобы появился в моей коллекции, который я бы хотел бы офлаконить. Единственный только аромат. Вот. Давай тогда дальше. Отправляемся мы в Лос-Анджелес. Лос-Анджелес – это город, находится в Соединенных Штатах Америки. И он славится, конечно же, Голливудом. Он славится... Ну, это сладкий аромат. Да, это сладкий. Возможно, здесь будет тубероза вот как раз. Что-то еще такое цветочное. Может быть... Так, какой-то фрукт еще тоже подумаю. Угу. Немножко расскажу про Лос-Анджелес. Лос-Анджелес – это город киноиндустрии и телевидения мирового, да. Там находится Голливуд, там снимают фильмы, да, родоначальник вообще вот этих мировых фильмов. На старте для меня это цветочный и фруктовый, белые цветы, как ты сказал, с тобой согласен. Со временем он начинает немножко в табачно-амбровую сладость уходить. Сладость вот преобладает. И, возможно, есть какао. Что-то есть шоколадное. Возможно, есть шоколад или какао. Я здесь чувствую. Аромат, на самом деле, очень интересный, необычный и очень классный. Я тоже ему ставлю 8 из 10.
так же, как и Лондону. Мне очень даже понравился этот аромат и входит в топчик моих этого бренда ароматов. Я бы сюда еще добавил все-таки розу. Я думаю, здесь она есть. И я еще ощущаю металличность немножко розы, как и в предыдущем аромате. Мгм. И если из персиков, то что-то такое, то ли персик. Я сказал, если из персиков, если из фруктов, то что персик, либо абрикос, может слива, что вот в эту сторону. Я согласен с тобой, то, что здесь точно есть какой-то фрукт такой сладкий. Возможно, что-то вот из персиков, абрикосов. Что же? Лос-Анджелес, да? Да, Лос-Анджелес. Это ананас. М. Эвкалипт, шалфей, мандарин, да, тубероза, морские ноты, ну вот, минеральность, нарцисс, нагармота, гвояк, масло можжевельника, мускус и гелиотроп пась. Ну, мы сказали, это белые цветочки, да? Тубероза, нарцисс. И больше ничего не угадали. Мгм. По большому счету. Ну, морские ноты я здесь особо не ощущаю, на самом деле. И если морские ноты с других ароматов там прям бьет, да, прям акватика какая-то такая, здесь я практически этого не слышу. Может быть, амбра, но здесь амбры тоже нету. Ну, мне очень явственно только тубероза, а замес вообще сложный какой-то. И вычленить что-то, да. Пойдем дальше. Следующий город, в который мы отправимся, называется Неаполис. Неаполь. То есть мы в Италию сейчас. Да, мы сейчас отправились в Италию. Но он как-то идет в древесную ноту, немножко так то ли замыляется, то ли запудривается. То есть вот такая лесопилка чуть-чуть. То есть какой-то сильно древесный для меня. Немножко я расскажу историю города Неаполь. Выписал. Это город в Италии, да, славится город замками, вулканом Везувий. Третий по величине после Рима и Милана. Расположен в живописной бухте Тиренского моря. Что я почувствовал? На старте акватика, морской бриз, соленый с цитрусами. Вот здесь я слышу вот акватику как раз-таки по сравнению с Лос-Анджелесом. Самый морской для меня аромат в этой коллекции. Чувствую здесь ладан, деревья, побережье с деревьями. Вот такая картина побережья. И много-много деревьев. Через 2 часа он становится немножечко не очень. В том плане то, что он вот в тройной одеколон уходит. Таким немножко дедовским одеколоном пахнет. И мне это не нравится. То есть он как-то дешево. Вот. Действительно пахнет тройным одеколоном. Вот это мне немножко не понравилось. И я ему стал... Хотя все равно он красивый. Он красивый, и он больше мужской. Ставлю ему 7 из 10. Не хочу сказать, что это не неприятно. Просто ассоциация с одеколоном обычной. Поэтому и немножко снизил балл. А так очень хорошо. Я согласен с тобой, он красивый. Давай посмотрим ноты. Ну, по нотам здесь есть и цитрусовые, и морские ноты, и ладан, и древесных нот много, гвояк, береза, ветивер, пачули, амбра, клирвуд, чем бы это ни было. Вот. Ну и здесь еще есть амбровые, оказывается, штуки, такие как алибанум, лабданум. То есть должен был куда-то в теплую сторону уходить. Но вот он немного и уходит. Я говорю то, что морским побережьем, где очень много дерева, растет очень много деревьев. По сути, я отгадал все ноты. Здесь на самом деле очень много деревьев в пирамиде. Ну и море. Дальше отправимся в следующий город. Называется Токио. Токио – это столица Японии. Думаю, все об этом знают, кто изучает географию. Должна пахнуть тоже чем-то морским. Сакурой. Мне как-то Япония, Токио ассоциируется с сакурой, но сакуру я здесь не нашел. Слушай, ну он цветочный, правда. Сакура пахнет. Я не знаю, как пахнет сакура, но
Это цветочный аромат, в первую очередь. Цветочный. Возможно, там и Мгм. будет заявлен, типа, цветок вишни Мгм. или сакуры. Он довольно сладкий. Мне кажется, больше в женскую сторону будет аромат. Опять же, какой-то фрукт в замесе с цветами выдает что-то мне непонятное. Что там за фрукты они едят? Какую-нибудь японскую сливу. Может быть. Вообще, ноты, они совпадают с вайбом города, вот то, что мы сейчас уже открыли? Или как-то не особо-то? Ну, как показала практика, немножко совпадает. Например, вот Неаполь, он на берегу моря, да, там акватика с деревьями и все такое. Мгм. Лондон был огурец. Да, огурец Лондон. Окей. Что у тебя здесь? Для меня это кедр. Очень много дерева, очень много пряностей. То есть, но я что-то еще тоже морское нашел в этом аромате. Возможно, здесь водоросли, так как Токио, Япония славится сушими, роллами. Возможно, пахнет нори немножко. А, И, конечно же, со временем он становится сладко-цветочным, как ты сказал, что ты цветы почувствовал. Я это чувствовал больше попозже. Он уходит в цветочно-сладкую тему, да. И дерево. Вот. Оценку ставлю 7 из 10. Тоже прикольный, интересный аромат, необычный. Возможно, понравится, кто любит такую смесь специй, дерева, амбры и немножко что-то морского. Вот, но мне кажется, что все-таки цветы и фрукты. Ну, согласен, да, да. Мгм. Так, это у нас Токио. Так, значит, ну вот из японского здесь васаби. Старте цитрусы, юзу. Ну, кстати, вот японский какой-то, видимо, цитрус. Вот, а японского больше остального ничего не вижу. Нет, вот еще нечто есть хиноки. Это какая-то, наверное, сосна из Японии, что-то в этом духе. Я никогда не видел хиноки в жизни. Даже не могу сказать, что это. Ну, из цветов здесь ирис и роза. Фруктов больше никаких нету. Сандалы, ветивер, пачули. Пачули. Базы, кстати, похожи на предыдущие ароматы. Мгм. Нотки типа одинаковые. Мгм. Вот. Вот васаби дает вот эту какую-то, как я сказал, суши-роллы, наверное, и мне вот показалось, что он похож на нори. Какая-то ассоциация такая схожая. Ну, это прикольно, на самом деле. Где вы еще встретите аромат с нотой васаби? Как бы. Ну, где на фрагрантике. Сейчас скажем, сколько там таких ароматов. Их тут, ну, чуть больше 10, да. Чуть больше 10. А сколько ароматов самбры? Там, наверное, Да, чуть больше больше 10 1000 тысяч. часа. Кстати, есть его Альфактив студия Панорама. С васаби интересно. И в Покарванах Резими с васаби. В следующий раз пойдем, когда в магазин парфюмер, надо будет его послушать. Похож ли он? Следующий город, в который мы отправимся, в Берлин. Это столица Германии. Столица рейва и ночных клубов. Да. Ну, вот сразу что хочу сказать, действительно есть какая-то общая ДНК, то ли общая база у них, то ли общие какие-то ноты, который аромат я подношу и чувствую похожесть с предыдущими ароматами. Возможно, это общая древесная база, составляющая. Угу. Ну, здесь есть цитрус, его здесь много, на мой нос. Угу. Согласен. Есть еще здесь что-то кислит мне, помимо цитрусов. Цедра. Я еще думаю, что здесь цедра есть. Может, прям цедр заявлено. Ну, я чувствую цедру немножечко. Такую горьковатость, что ли. Цедра дает такую горечь небольшую. Для меня, в общем, это какой-то фужер, прям колонь. То есть цитрусы. Ветивер, думаю, здесь есть. Возможно, да, ветивер в базе, древесные ноты, кедр, типа такое. Ну, вот если подумать про... Ой. Если подумать про Берлин, не улавливаю ничего такого. Латекс не чувствую.
Я здесь еще чувствую минеральность и также чувствую какую-то небольшую акватику, но это все со временем. Старт, да, он очень цитрусовый такой, ветиверный, зеленый. Для меня это аромат для спорта почему-то, для бега, в походе в фитнес-клуб, и, скорее всего, он уходит больше в мужскую сторону. Он мне напомнил чем-то Chanel Allure Home Sport, по-моему, называется, или Dior Sport. Вот они вот в этом же все стиле таком цитрусовом, свежачковом, для спорта. Вот немного в люксовую историю уходит. Ну и в то же время энергичный, такой бодрящий, дает кучу энергии. И несмотря на то, что он цитрусовый, он такой же стойкость 5 часов. И я считаю, это хорошо для цитрусового аромата. Оценку ставлю 7 из 10. Почему 7 из 10? Мне понравился аромат. Ну, очень похоже. Просто я уже слышал до этого других брендов что-то похожее. То есть для меня Америку здесь не открыли в этом аромате. Здесь действительно цитрусы есть. Грейпфрут, лимон и клементин. Также ветивер в базе. Минеральность дает наверняка перец. Здесь вот тоже много заявлено перец и черный. И есть кедр пачули, который мы видели в предыдущих. Черный чай. Да, кстати, вот теперь черный чай. Наверное, вот мы спутали его с ветивером. Ветивер здесь есть. Ветивер есть, да. Окей. Угу. Как тебе этот аромат вообще? Что ты скажешь? Ты любишь просто цитрусы? Как знаток в цитрусовых ароматах, как ты его оцениваешь? Ну, неплохо, но это действительно, как ты сказал, банально, больше люксовый. Честно, бренд пока что меня не впечатляет. Следующий аромат Букхара. Ну, это Бакара, нет? Нет, Букхара. Бухарест это что-то такое? Букхара – это древний город в Узбекистане. Это Узбекистан. Это Узбекистан. Ничего Как себе. раз-таки лилия, прекраснейшая лилия, купила Букхару и очень надеется то, что это похоже на ирис Назарена, на Айс Довинустас. Мы сейчас также сравним, похоже это или нет. Ну, вот здесь вот очень легко, да, это ирис. Прям практически моноаромат. Но здесь есть морковность. Сразу ощущается морковность, то есть сладость. Я уже по памяти помню, что ирис Назарена не морковный. То есть там больше ириса, меньше морковки вареной. То есть он сладкий ирис, корень ириса пудровый. Возможно, розы еще добавили здесь. Потому что какая-то цветочность на фоне. В базе я ожидал бы амбру, пачули, кедр и ветивер. Немного расскажу, кто не знает, что такое Букхара. Помадный стал какой-то прям. Древний город Узбекистана, пролегал там в нем шелковый путь. В Средневековье был крупным центром исламской технологии и культуры. Что я бы хотел сказать по поводу него? На старте именно так же я слышу больше корень ириса, немного морковность, такая вареная морковка. Со временем он становится такой прям жирноватый, мыльный корень. Именно уходит в какую-то мыльную историю, шампуневость. Знаешь, вот немного шампуневость отдает, я это слышу. И вот эта шампуневость, она немного меня, как сказать, настораживает. Она дает вот эту искусственность, ненатуральность аромату. То есть, если брать ирис Назарена, он все-таки более природно звучащий, именно самим цветком пахнет. То есть, а здесь именно больше корня ириса, именно корнем пахнет ириса. И вот этот корень ириса, он дает вот эту замыленность, шампуневость. Оцениваю его как 7 из 10. Тоже красивый аромат. Я знаю то, что Лилии нравится этот аромат. Она любит его носить и довольна своей покупкой, я так понимаю. Это вообще была слепая покупка у нее. Но они очень разные с Очень Назареном. То есть здесь нету ни сладости, ни корня ириса. А в Бухаре есть он больше в сладость.
Мгм. Совсем в другую сторону. Ирис Назарена более строгий, такой более сдержанный, суровый. Пробивается, может, немножко где-то ириса, корни ириса, но очень где-то далеко. Но он абсолютно не сладкий. И у Ирис Назарена для меня он чуть-чуть минеральный тоже. Какая-то то ли соль, то ли перец там. Мгм. Вот. Ну что, Но, Бухара. но в то же время это интересный аромат. Он на самом деле ни на что не похож. Он уникальный. Я ничего такого не слышал раньше. Это довольно-таки красиво. Лилия, спасибо большое за наводку на этот бренд. Мне было очень интересно изучать эти ароматы. Вот, в нотах, помимо ириса, естественно, еще есть гвоздика пряный, жасмин, абрикос. В базе амбра, древесные ноты, шафран, мускус. В верхних нотах еще есть тмин, кориандр, груша, бергамот. Ну, здесь очень много специй. Я не люблю гвоздику в аромат. Тмин, кориандр и гвоздику я не люблю в ароматах. Я здесь их не слышу, на самом деле. Это не мои любимые ноты. Прикольно, прикольно. Следующий город, в который мы отправимся, называется Стамбул. В Стамбуле очень большой аэропорт, он просто громадный. Когда мы там были. Вообще, это мечта также побывать в Стамбуле, погулять по нему. Ну, 200 баксов, и она осуществилась. Это да. О, ну, сразу отсылка к Серж Лютанс Амбра Султан. Это специево-амбровый аромат. Максимально много смол. Угу. Ну, мне нравится, он классно. То есть из амбровых ароматов он хороший. По крайней мере, на старте. Ну, нельзя сказать, что это он яркий. Это такая амбра глуховатая. Без особой кислинки. Не слишком сладко. Угу. Это красиво. На старте я еще слышу юбилейная печенька. Да? Такая немного ванильная, С молоком. рассыпчатая печенька. Ты макаешь в чай. Нет, без молока. Просто печеньем юбилейным пахнет. Окей. Возможно, здесь есть имбирь, что-то пшеничное, цитрусы. Очень такой согревающий аромат. Я думаю, он хорошо подойдет именно на холодное время года. Он будет согревать своим таким уютным ароматом имбиря, специй, дерева, конечно же, согласен. Много дерева, амбры, смол. И похоже на сержа-лютансовское направление. Ну, это не копия Серж Лютанса, это точно. Сейчас он пошел у меня в другую сторону. Он пошел в сторону цветов. Слышу розу. Может быть, из древесных нот что-то будет. Опять же, либо какие-нибудь абстрактные, либо ут, гвояк. Либо их стандартные кедр, мускус. Вот, ну, на блотере уже начал немножко разваливаться, мне перестал нравиться. То есть старт был такой классный, амбровый, теплый, а здесь уже что-то непонятное. Ну, нужно на кожу, потому что вдруг это раскрытие такое волшебное. Ну вот, со временем он трансформируется в теплое дерево со смолами. Я сразу могу сказать. И всем ароматам нужно дать время, чтобы раскрыться, потому что на старте они так звучат, со временем совсем по-другому. Ставлю ему 7 из 10. Вот. Ну, на фрагре действительно он амбровый, теплый, пряный. Из смол здесь амбра и апопонок заявленный, а из всяких специй это кардамон, тимьян. Ваниль. Вот, ну и сладость добавляют ваниль, бобы тонка, наверное, может, лаванда немножко. Вот, ну вообще выглядит как фужерная немного составляющая, потому что здесь еще герань, бергамот, но он нифига не фужерный. Лаванда. Да, сандала не чувствую. Но мускус есть и амбра. Не, ну хорош. Вот, кстати, вот сейчас кардамон прям чувствуется, вот это, знаешь, такая свежесть. Ну что, отправимся в следующий город.
называется Гданьск, Польшу, то бишь. то бишь в Польшу. Кстати, очень красивый город, я посмотрел фотографии, как выглядит Гданьск, даже захотелось его посетить. Он находится на берегу, по-моему, моря, у него есть порт. Это Балтийское там море В какое? Балтийском море, да, ты прав, да. То есть, и это интересно. Я здесь чувствую что-то схожее с Apple Brandy. Ну, возможно, соглашусь. То есть какая-то алкашечность. Ой, ну он какой-то странный, слушай. Пока что мне этот меньше всего нравится. Он какую-то химозину дает мне непонятную. Вот возможно, здесь как раз этот ут какой-нибудь с шафраном, с малиной. Попытка скопировать какого-нибудь там Том Форда, Umbrella. Вот мне идет туда. Соглашусь, здесь много розы. Я чувствую прям много-много розы. Она такая хищная роза. Кожа, малина. Возможно, кожа. Я чувствую даже вино. Для меня это розарий посреди города. Если такая картина. Для меня рядом винный ресторан с этим розарием, со сладостями, с десертами. Здесь очень много сладостей. Скорее всего, конечно, ваниль, амбра, бобы тонка, возможно. И много фруктов. Яблоки, виноград. Возможно, даже красные яблоки, которые такие более сладкие. И люди сидят на кожаных креслах. Пахнет кожей, мускусом. Деревянные столы, здесь также есть дерево. Короче, очень большая пирамида, то есть вот такая у меня картина. Это розарий, ресторан с деревянными столами, с кожаными креслами. На столе много фруктов, яблоки, виноград. И вот такое все интересно. Аромат я оцениваю хорошо, мне этот аромат понравился. Я ему ставлю 8 из 10. Это вот 3 аромата, уже сразу... Да, это Лондон, Гданьск и Лос-Анджелес. Это мои 3 топовых аромата у этого бренда. Ну, в общем, кожа, шафран, малина, яблоки. Посмотрим, что из этого получилось. Нот много. Действительно кожа. Из фруктов здесь слива. Роза заявлена, ваниль, амбра, табак, нагар-морта, пачули. Ну, замес сложный. И, ну, вот кожа выкрученная вместе с розой и приправлена фруктами. И, кстати, шафран есть. Ты много отгадал, на самом деле, нот. Молодец. Ну-ка, сравнивают ли это с Том Фордом каким-нибудь? Нет, но зато сравнивают с Малем. Промис, наверное, да? Да, с Промисом. Есть схожесть, да. Это мой любимый аромат у Мали. Но Промис, он более яркий, более, что ли, понятный, более запоминающийся. А здесь чуть больше разных нот, и оно как будто бы распыляет в разные стороны этими нотами. Вот, ну... Это хорошо. На самом деле, это красиво. Это красивый аромат, интересный. Необычный такой. И последний город, в который мы отправимся, уже 10-й аромат, называется Тель-Авив. Тель-Авив находится в Израиле. Белые цветы. Да. Это вот какие-то, подожди. Ну, жасмина, наверное, больше всего здесь. Я бы делал ставку на жасмин. И вот тоже больше такой моноаромат, по крайней мере, на старте. Что там будет дальше? Все, жасмин. Возможно, с примесями, типа как цветки апельсина. Но больше всего жасмина. Расскажу про Тель-Авив. Тель-Авив – город на побережье Средиземного моря. Большая часть находится в районе Белый город. И названный по цвету фасадов. То есть фасады белого цвета. Аромат получился белоцветочный. Я так думаю, связь какая-то с Белым городом. Возможно, жасмин также я ставлю на жасмин, лилия, ромашка, колокольчик. Такое все белоцветочное.
Туберозу я отсюда убираю. Я думаю, здесь ее нет. В переводе Тель-Авив как «холм весны». И действительно, я его думаю, что он хорошо подойдет на весну. И он больше такую в женскую сторону уходит, как по мне. Я думаю, этот аромат понравится моей маме, потому что она любит жасмины в ароматах. Красивый, есть какая-то небольшая цитрусовость, но она такая умеренная. И со временем он становится таким нежным, таким белым мускусом, таким чистым мускусом. Хороший аромат. Я ему также ставлю 7. Почему 7? Я, наверное, такой не буду носить. Для меня все-таки это больше вот действительно женская история. Я думаю, в базе, да, будет мускус, наверное, пачули. И эти белые цветы у меня, они чем-то утяжеляются. Может быть, чем-то еще желто-цветочным тоже. Типа эланга. Ну, давай посмотрим. Да, давай. Тель-Авив. Да, на старте есть цитрусы, бергамот, клементин, черная смородина, которую... Ну, сорян, нету ее здесь. Средний — это жасмин самбак, иланг, роза фрезия, в базе мускус сандал, бизаин и леатрис. Леатрис, интересно. Ну, по сути, цветочный, белоцветочный, да. Приятный, да. Итоги, выводы этого бренда. Что я хотел бы сказать? Классный бренд с интересными ароматами. Есть свое ДНК, такое немножко древесно-опилочное. Какая-то база, да, у них есть. И сладковатая. Но сладость умеренная. Интересно выглядят их коробки. Если там Лос-Анджелес, Лондон, Тель-Авив, на коробке будет карта этих городов изображена. Что бы еще? 3 аромата в топчике у меня, как я уже и говорил. Лондон, Лос-Анджелес и... Какой еще? И Гданьск. И хотел бы отметить, Лос-Анджелес лучше всего. Вот Лос-Анджелес мне больше всего понравился своим таким необычным звучанием. Возможно, в будущем когда-нибудь, если получится, приобрету себе полноразмерный флакончик. Вот. Лос-Анджелес — 1 место. Для меня этот бренд не оказался открытием по той причине, что часть ароматов довольно экспериментальные. Это действительно нишевый бренд, они сочетают необычные ноты иногда, тоже васаби, как бы не так часто встретишь. Но с другой стороны, часть ароматов, они весьма банальные. Тот же похожесть на Том Форда, либо на Маля Промис, кожа шафран, вот это направление. То есть они тоже сделали какие-то еще цветочные истории, цитрусовые истории. Вот, и в хотелке у меня ничего не добавилось в итоге. Может быть, какой-то забавный первый аромат Бруклин. Сейчас я перенюхал блоттеры, и это какая-то такая карамелька молочная и фруктовая. Веселый аромат, но купить я его точно не хочу, но с удовольствием бы его поносил. Ты используешь этот? Да, использовал этот сэмпл, да. А я Лос-Анджелес, да, использую с удовольствием. Ну, также и Гданьск, и Лондон. Всем большое спасибо за просмотр этого видео. Я надеюсь, было вам интересно. Много просмотров у нас набирают видео наши, но как-то лайков не так уж и много. Не забывайте поставить лайк вам, если понравилось. Всем отличного вечера, отличного дня и удачи во всем. С вами был Слава, Сергей, канал Мой Флакон. Всем goodbye.